Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы находимся в городе Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. Сегодня тема очень такая сложная и актуальная, пожалуй, самая актуальная, потому что удалось сохранить растения томатов, удалось их даже сберечь от болезней, от вредителей, но вот новая проблема. И эта проблема связана с тем, что вы мне присылаете фотографии, цветочная кисть без цветов. Или засыхает, или цветочки опадают. Ну и есть разные причины по поводу вот этого такого состояния томатов. И мы сейчас рассмотрим с вами, потому что много новичков, и сказать, что это только по одной из причин, которые я назову, нельзя. Нужно каждому внимательно присмотреться и проанализировать свои действия. Ну а сейчас жарко очень, и многие поливают каждый день буквально. Но если у вас есть мульча и замульчированные посадки, то можно пропускать вот эти дни поливов, которые у нас называются гнилыми. Это дни воздуха, которые приводят к тому, что при поливе корни начинают гнить. Нельзя в это время поливать. И каждодневный полив, а еще я была свидетелем недавно, когда прямо с водопроводного колодца подключена вода и поливается холодной водой вот эту жару. И причем не дожидаются вечера, чуть-чуть солнце уже опустилось, 4-5 часов на градуснике 37-38 в тени поливается холодной водой. Естественно, при таких поливах растения просто-напросто не выдерживают, это стрессовая ситуация, они сбрасывают все цветы, потому что не в состоянии формировать плоды. Вот это касается, что поливов. Что делать сейчас? Мы один раз в неделю основательно поливаем, заливаем томаты в теплице для того, чтобы на всю неделю хватило. И вот эти благоприятные периоды как раз получается раз в неделю. Растение именно в это время пьет воду в дни стихии земли или дни стихии воды. В дни стихии огня растения не воспринимают воду, а в дни стихии воздуха, к сожалению, корни гниют. Вот такая ситуация, такая особенность. Итак, мы определили, что нужно поливать один раз в неделю на основательно, и температура воздуха, и температура воды должна быть одинаковой. Даже чуть-чуть может быть вода чуть-чуть теплее, она на солнышке, и это будет очень хорошо вечером. Воздух уже чуть-чуть меньше температура, а прогрелась вода. Вот эта вода просто очень хорошо для растений томатов. Это что касается поливов. Рассмотрели, если у вас такая ситуация, возможно, из-за этого опадают цветочки. Питание, подкормки продолжают многие, считая, что июль месяц можно зеленые азотные удобрения, бродилку, подливают в любом количестве. Далее делают из навоза различные, вот, ну, у тех, кого это есть, куриный помет, и перекармливают. Томаты жируют, гонятся вверх, и тем более, что пасынки не всегда убираются в растений. И вместо того, чтобы вот именно в этот момент, когда уже начинается идти формировка основательная плодов, нужно исключать азот. А именно сейчас растению нужны фосфор и калий. Вот эти два элемента питания, просто-напросто, если их нету, а только в основе азот, вы не получите хороших плодов. Ну и питание обязательно в это время очень сложное, нужно еще запускать весь физиологический процесс в растении с помощью кальция. Поэтому не перестаю говорить о кальции. Кальциевая селитра доступна всем. Да, моих удобрений не у всех. Есть именно чистый кальций органический, но есть кальциевая селитра. 15 граммов раз в неделю или раз в 10 дней обязательно нужно опрыскивать именно по листу. Корень сейчас не работает в эту жару и не может поставить на листики, в цветочки, в плоды вот этот нужный элемент питания, чтобы запустить все процессы, физиологические процессы в растении. Поэтому питание сейчас, подкормки по листу,
в эту жару. И должны быть обязательно кальций раз в 10 дней или в неделю и фосфор, калий. Вот это важные элементы питания. Следующий момент, что может быть еще? Ну, очень важно, сейчас все знают, что очень-очень жарко. И, естественно, при высокой температуре сухой воздух, он не позволяет пыльце прорасти на пестике. Если влажность воздуха больше 70%, вот стоит просто влага, вот тропики, то пыльца просто-напросто сбивается в комочки и осыпается. Цветочки, естественно, осыпаются, падают. Очень хорошо добиться вот 50-60% влажности воздуха. Это идеально, когда оплодотворение идет очень хорошо. И вот это можно добиться с помощью мульчи. Снова же возникает слово мульча. Это очень важно. И еще очень важно, конечно, снизить температуру, но это очень сложно. Конечно, мы видели в Швеции, когда фермер, у него и вентиляторы, и кондиционеры, у него всегда ровная температура, что летом, что весной, зимой, осенью, везде всегда ровная температура в теплице, работает техника. Сейчас у нас нету такой возможности, просто-напросто укрывают теплицы, есть такая затеняющая сетка или еще какие-то материалы. Ну вот таким образом. И еще вентиляторы помогают гонять пыльцу с цветочка на цветочек. А нам нужно обязательно делать сквозняк. Поэтому обрезаем нижние листья и даем возможность, да, убираем пасынки сверху, даем возможность, чтобы хотя бы какой-то ветерок, а бывают ветры, то вот эти ветерок гонит пыльцу из цветочка на цветочек. Надо, чтобы пыльца попала на пестик, и тогда идет оплодотворение. Ну вот мы разобрали с вами уже очень важные моменты, и уже подумайте, у кого что происходит. Далее, очень важный момент, пожалуй, он основной сегодня. Те, кто давно занимается томатами, все столкнулись с этим. Ну, я думаю, что мы уже 2-3 года, потому что вы мне пишете уже последние годы вот об этой ситуации, что вот такая ситуация, падают и падают цветочки, нету плодов. И буквально вот так бывает, что грозь, одна, вторая и третья, на третьей завязывается один томат, и потом снова что-то завязывается, и снова нету ничего. Вот это очень сложная ситуация, связана с нынешним изменением климата. Что происходит? Пыльца у томата вызревает ночью, а днем она опыляется. Вот так устроены наши томаты. И это должна быть такая температура, вот свыше 15 градусов. Вот почему у нас снизу всегда, нижние сейчас томаты, плохо была маленькие томатики, их мало завязалось. Это потому, что была температура ниже плюс 15. Вот это у нас результат вот такой температуры. Ну и очень хорошо от 15 до 28 вот этот процесс проходит, завязываются все, опыляются все цветочки и завязываются плоды. А вот уже 32, 45, 50, 60 градусов, начиная с 32, это уже 100%, пыльца становится стерильной. И при температуре больше 25 градусов, вот если ночью у нас сейчас получается, что днем вот эти 50-60 градусов, даже при укрытии, и пыльца стерильная, и ночью томаты у нас в теплице находятся при температуре плюс 26, плюс 25. А это тоже температура, при которой сложно томатам отойти от этой дневной жары. И поэтому они тоже ночью, вот у них пыльца не вызревает, они не могут отдохнуть и полноценно выполнить вот эту работу. И поэтому формируется меньше завязи. И я наблюдаю, что сейчас вот в верхнем ярусе 1-2, но крупные помидоры завязываются. Это вот результат вот этих таких климатических изменений и вот этой просто знойной жары. Казалось бы, сложная ситуация, но селекционеры идут дальше, изучают эту ситуацию. Это не первый год, и есть уже достижения у них.
и зарубежные селекционеры в основном, занимаясь вот этим важным делом, уже придумали такие сорта, создали гибриды, сорта, которые опыляются при температуре плюс 35 градусов. Представляете себе, плюс 35, все цветочки опыляются. И уже могу назвать, потому что они уже есть в продаже. Я пока еще их не нашла, ну и не ставила цель, хотя теперь придется и искать вот такие томаты. Я назову вам эти томаты. Это Фантомас, Вавилон, Алькасар, Челбас. Это высокорослые индетерминантные томаты. Ну а для тех, кто выращивает детерминантные, низкорослые, вот такие сорта, которые опыляются при температуре плюс 35 градусов. Это Верлиока плюс, Рамзес, Портленд, Гаспачо. Ну и еще один из вариантов, почему не опыляются томаты и вообще не формируют плоды, это вариант того, что просто есть любители, которые решили, вот я купил хороший гибрид был в прошлом году, собираем семена из этих гибридов, а они не дают полноценного потомства. Я, кстати, это тоже пробовала несколько лет, по несколько томатов, собирала семена, на них две помидорины, и то не всегда того качества, которое было изначально, идет распад, и поэтому семена из гибридов тоже могут выдать вот такую картину. Поэтому что мы можем сегодня сказать? Подвести итог. Это основные вот такие причины, которые могут вызвать вот это состояние, когда на цветочной кисти почти нету томатов или полностью опадает. У нас, кстати, при этой высокой температуре и на улице томаты такую же самую реакцию на жару выявили. И тоже там цветочки не завязываются. Они просто сохнут от этой высокой жары. Очень сухой воздух, очень такая низкая влажность воздуха. Очень-очень такая меньше 50 градусов, я наблюдаю за влажностью воздуха, записываю каждый день, есть 49% влажность воздуха, поэтому вот такая ситуация сейчас с томатами. Первое, что мы должны в первую очередь следить за поливами, не переливать, не создавать много в питании условий для того, чтобы вот эти азотные удобрения потреблялись томатом. Создавать вот эту возможность, чтобы был сквозняк, чтобы движение воздуха было в теплице. Далее обязательно вот следить, чтобы температура была не очень высокой, ну каким-то образом сильно затенять, притенять. Как написала Светлана в комментарии, мы просто как крылья уже создаем, крыльями закрываем томаты для того, чтобы они росли и плодоносили. Вот такая сегодня тема, и я вам ответила об основных причинах, рассказала, ответила на ваши вопросы и назвала причины, по которым может происходить вот такая проблема. Не завязывание плодов, а опадание цветов и полностью даже засыхание цветочной кисти. Очень высокая жара, ну а остальные не буду повторять, вы можете прослушать с самого начала. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик изучают эту тему уже несколько лет, и мы сегодня готовы вам поделиться и делимся с вами теми своими наблюдениями, которые мы делали и которые анализируем и рассказываем вам. Прощаемся с вами, до следующего видео. Всего самого доброго вам, хорошей погоды, наконец-то комфортной погоды и для вас, и для ваших растений. Пока-пока.